Ну что, самый долгожданный ивент в честь чемпионата мира наконец-то стартовал в eFootball. И каким же он получился по итогу? На первый взгляд не совсем однозначным, потому что, казалось бы, не так помпезно, не так много контента, но с другой стороны, сам Мундиаль еще не успел начаться, поэтому кампания как будто бы запустилась только наполовину. Во всяком случае, давайте обсудим, что мы успели получить сегодня и что успеем получить в игре в ближайшие дни. Устраивайтесь поудобнее и не забывайте про привычную активность под этим роликом. Вкратце про саму кампанию. Как я и говорил во вчерашнем ролике, она продлится вплоть до конца июня, то есть ближайшие 3 недели. На протяжении всего этого времени мы будем получать монеты за вход в игру. И учитывая, что те же самые премиальные паки оцениваются в целых 2000 золотых монет, Konami щедро дают нам за вход в игру по целых 10 монет. И за все 3 недели только 2 раза мы сможем забрать целых 50 монеточек. Как и всегда, щедрость Konami не знает границ. За вход в игру получаем аж целых 3 новых карточки. Это Вильям Пачо, карточка из разряда подсов, игроки сезона, тогда как вторые 2 карточки это ожидаемые амбассадоры из серии шоу-таймов Ламин Ямаль и Лионель Месси. Месси, как и ожидалось, особо далеко не ушел от своих предыдущих шоу-таймовских вариаций, тогда как Ламин Ямаль смотрится намного бодрее той карточки, которую продают за 1700 монет. Поэтому все те, кто заскамились на этот пак, сожалеем. Но это все еще не отменяет того факта, что по большей части навык у новой карточки бесполезный, но в то же время присутствует отличительное празднование, кринжовая анимация какого-то танца. Как и было анонсировано разработчиками, в игре появился новый эпический пак со старыми знакомыми, но с новым навыком, суть которого мы также обсудили в предыдущем ролике. Если кто забыл, то вкратце. Новый навык позволяет увеличить скоростные показатели для атакующих игроков, когда их партнеры с мячом находятся на половине соперников, и таким образом игроки чуть быстрее открываются для передачи, то есть в противовес защитникам, чья скорость также увеличивается благодаря предыдущему навыку. Правда, таких защитников еще не то чтобы много успело появиться, но это явный задел на будущее, который будет противоречить друг другу на протяжении всего игрового процесса. Как я успел заметить по сообщениям игроков, новый Инзаги получился просто каким-то сумасшедшим, учитывая в целом его плеер ID, цифры его умения атаковать, и как раз таки благодаря этому новому навыку, из-за чего Инзаги открывается просто каким-то диким образом. Ну а так, Альба прикольный, но конечно же на фоне Карлоса смотрится слабовато, тогда как Кройф это просто какая-то машина, которая располагает крайне высоким рейтингом, в принципе как и его предыдущая каталонская карточка. Команду недели по понятным причинам не добавили даже повторного пака из игроков, которые фигурировали на протяжении сезона. Из-за этого в ивенте против искусственного интеллекта мы не получаем бесплатную крутку, но зато получаем монеты, целых 25 монеточек. И опять же вспоминаем, что премиум паки сборных продают за 2000 монет. И вот казалось бы, как долго Konami предлагают копить нам монеты на все это дело. Как вы уже могли заметить и наверняка уже сами успели поучаствовать, кампания с товарищескими матчами и эпической карточкой Стивена Джеррарда набирает обороты. И в комментариях под постами, в различных чатах, которые посвящены eFootball, множество игроков ищут себе соперников для товарищеских матчей, чтобы забрать и монеты, и Стивена Джеррарда. К слову, да, то есть за товарки можно забрать не только эпика, но и также обзавестись парой-тройкой монет. Соответственно, сыграв один матч, вы получаете 100 монет, сыграв 5 матчей, вы получаете эпическую карточку, и сыграв целых 10 матчей против разных соперников, вы получаете еще 100 монет сверху. То есть все 10 матчей это должны быть разные игроки. Ну и, конечно же, центральный контент сегодняшнего оперативного обновления — это ранее заявленные премиальные паки национальных сборных, которые получились неоднозначными, потому что конкретно плохими их трудно назвать. Они неплохие, они даже в каком-то смысле хорошие, учитывая главных тренеров с высокими стилями, учитывая некоторых игроков с неплохими рейтингами, с интересными стилями, но в то же время прям какого-то вау-эффекта он тоже не вызывает, и во многом из-за представленных
эпиков. Именно эпиков, а не биг-таймов, как было на протяжении 2 последних крупных турниров. Потому что в 22 году, что в 24 в подобных паках с национальными сборными были представлены именно биг-таймы с отличительными модельками, цифрами и так далее. Тогда как на сей раз мы получили только эпиков, которые по сути-то ничем не отличаются от своих моделек, которые были представлены в прочих хайлайтовских паках или в командах недели, грубо говоря. Ну а в целом цифрами их, как и ожидалось, не обидели. Роналду 105 пунктов, тогда как Кейн целых 106 пунктов рейтинга. Но, к сожалению, несмотря на сочные цифры у англичанина, моделька все еще у него остается посредственной. Поэтому примите это к сведению, перед тем, как засматриваться на пак с англичанами. Но опять же, помимо эпиков представлены и другие интересные игроки, как, например, у португальцев Витинья 103 или же у англичан Джуд Беллингем, центральный полузащитник со стилем бокс-ту-бокс. Вы вообще давно видели Джуда Беллингема в eFootball с этим стилем? Ну, как будто бы давненько такого не было. Поэтому можно сказать так, что паки получились неплохими, но и не прям какими-то сверхвыдающимися. Для более-менее наигранных фри-ту-плейщиков они, конечно, могут стать усилением, но не прям каким-то таким, который вызывал бы прям дикий восторг. Так еще и с 24 года по непонятным причинам успела произойти инфляция, и теперь эти премиум-паки стоят не 1500, не 1800 золотых монет, а целых 2000, как я и упоминал ранее. А чтобы вы понимали, в eFootball 24 пак с Аргентиной и Францией как раз-таки стоил 1500 монет. А там, в принципе, было все то же самое. И полный состав, и главный тренер, так еще и биг-тайм в придачу с отличительным бустом, а не просто с эпическим бустом, как обычно. Поэтому как-то вот так вот. И оттого мне будет вдвойне интересно послушать ваше мнение касаемо этих паков. Засматриваетесь ли вы на какой-нибудь из них, или же будете ждать паки с Францией, Германией и другими сборными. Поэтому отпишите в комментариях. Сами же тренеры получились неплохими, и больше всего интереса вызывает, как это ни странно, Роберто Мартинес, потому что это быстрая контратака и, более того, достаточно прикольный буст, который увеличивает умение атаковать и реализацию. И из этого исходит, что атакующие игроки будут получать еще больше буста к своим показателям, к своим цифрам. Ну и, конечно же, по аналогии с фейковым чемпионатом Европы и Кубком Америки в 2024 году, в игре также появился отдельный турнир против искусственного интеллекта, где вам также предстоит сыграть фейковый чемпионат мира. Насколько это интересно, тут уже на усмотрение каждого. Но, как мне кажется, не то чтобы прям занимательное событие, если честно. Ну и контент на понедельник. Во-первых, это паки национальных сборных. Ранее заявленные сборная Японии и сборная Бразилии. И это будут паки не из разряда паков за конкретную сумму. Это будут паки селекции, как ныне представлены сборная Сенегала, Египта и прочих подобных сборных, в которых мы выкручиваем по одному футболисту, а не приобретаем весь пак целиком. Также нас ожидает полноценный набор на 150 футболистов, эпические игроки национальных сборных, как-то ни странно. И тройка у нас такая: эпический Оливер Кан, давненько мы его не наблюдали в подобных донатных наборах. Также это Дэвид Бекхэм и Ривалдо. Прикольные игроки, но как будто бы и далеко не те, ради которых стоило бы тратить свои деньги. Особенно на фоне всех тех проблем, которые мы испытываем с вылетами, которые опять появились из ниоткуда, и с неопределенным будущим после 15 числа. Поэтому, как и всегда, донатить или нет, крутить или не крутить, на ваш страх и риск и на ваше усмотрение. Ну и в конце также хотелось бы выразить свое мнение по поводу данного оперативного обновления, по поводу этой кампании. Ведь, как я и заикался в начале этого видео, на первый взгляд есть ощущение, что как будто бы кампания непримечательная. Она не такая помпезная и не чувствуется, что это вот кампания в честь события, которое происходит раз в 4 года. Но опять же, кампания стартует за неделю до самого чемпионата мира. Поэтому я думаю, что более-менее приметный, интересный контент нас ожидает еще впереди. Как минимум те же самые новые карточки из разряда Player of the Day, те же самые команды недели, если они, конечно, останутся на фоне игроков дня. Ну и в целом более мощные, более сочные донатные наборы с каким-нибудь Неймаром и компанией, очевидно, нас также ожидают впереди. Поэтому будем посмотреть.